При высадке наших томатов я раскладывал по лункам веревочки. Вот сейчас вы это можете видеть вкратце на своих экранах. И говорил, что раскладывая таким образом веревочки, мы уже делаем полдела по подвязке этих томатов в дальнейшем. Прошло некоторое время, растения немножко уже прижились, корневой системой ухватились, и мы сейчас будем проводить подвязку на конструкцию, которую очень просто сделать. Друзья, ну и в общем, если сказать, нужно ли подвязывать вообще низкорослые томаты, на полях их вообще не подвязывают. Просто в растил выращивают, как выросли, так и выросли. Но на полях дело в том, что основная масса плодов томатов идет на переработку. Поэтому не имеет значения особое качество, особый внешний вид этих плодов. Мы же, выращивая томаты низкорослые на своем участке, хотим получить товарные, красивые, качественные плоды. Итак, друзья, для начала я забил 3 трубы, 3 отрезка трубы. Забивал не менее чем на полметра в почву. Рейка 3 на 4, скрепил ее, длинной не было, поэтому пришлось 2 соединять вместе. И в нужных местах позабивал 120-е гвозди. Для чего эти гвозди? Друзья, вот эти гвозди, это будет крепеж, который мы и вставляем в трубы. И затем вот таким образом закрепляем рейку на наших трубах. Все, у нас получилась цельная конструкция. Друзья, можно было бы вместо этой рейки использовать проволоку. В принципе, разницы большой бы не было. Но единственный момент, что проволока при увеличении нагрузки, когда будут подрастать у нас плоды, наливаться, то тяга будет усиливаться на проволоку. И крайние вот эти столбики, которые мы забили, могут складываться. А рейка складыванию будет препятствовать, потому что она жесткая. В общем, было принято решение использовать именно рейку с сечением 3 на 4 сантиметра. Друзья, можно было бы, конечно, трубу такую же, 3/4, использовать, приварить ее к крайним и сюда приварить. Но тогда эта конструкция у нас получилась бы неразборной и такой громоздкой, можно так сказать. А здесь мы осенью, когда вырастим томаты, просто уберем эту рейку, вытащим трубы, будем пахать здесь, опять удобрять почву и так далее. Можно посадить под эту же подвязку, в принципе, перец. И давайте теперь непосредственно посмотрим, как проводим подвязку на эту конструкцию. Друзья, вот они веревочки, которые мы раскладывали. Почему я и говорил, полдела у нас сделано, веревки уже есть. Все, обмотали быстрым легким движением и прикрепили к рейке. Следующее растение то же самое. Обвиваем вокруг готовой веревочки и прикрепляем к рейке. И вот как выглядят эти томаты после проведения подвязки. Они немножечко так елочкой идут к центру, к рейке. Но это ничего абсолютно страшного, друзья. Расстояние между рядья у нас порядка 60 сантиметров. Поэтому растения будут чувствовать себя вполне нормально. И смотрите еще какой важный момент. Наклоняя свои растения внутрь, то есть проводя подвязку к центру, к одному центру, плоды у нас будут оказываться немножечко тоже как бы висеть вот с внутренней стороны по междурядью. Они отсюда уйдут. И, соответственно, они будут листвой лучше защищаться от прямых солнечных лучей в жаркие месяцы. Поэтому я надеюсь, что не будет на них термических ожогов. Все готово. На этом закончил. Спасибо за внимание. Надеюсь, для вас это видео было полезно. До свидания.